Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Джихан очень злится, когда Хансер надевает ночную рубашку, подходит к нему и говорит, что я выполняю свой долг. Ханчер злится, запирается в комнате и плачет, гадая, не ты ли поставил меня в такую ситуацию. Даггер переодевается и сердито уходит, говоря: посмотрите, в какую ситуацию вы поставили женщину, которую любите, из-за своего эгоизма, и уходит из дома. Когда он уходит, мир наблюдает за ним. Даггер заболевает и теряет сознание. Джихан тут же подбегает к нему, обнимает и отвозит в больницу. Когда Гульсум говорит, что с рождением ребенка особняк превращается в место празднования, она говорит, что он превращается в место траура. Джихан звонит Гэже Фадиме и сообщает ей, что она не может прийти вечером, и говорит: «Моя мать доверена вам, если возникнут проблемы, дайте мне знать». Когда госпожа Фадиме спрашивает: «Ваш голос звучит немного тихо, что-нибудь не так?», Джихан отвечает: «Никому ничего не говорите». Хансер немного заболела, я отвезла ее в больницу. Госпожа Фадиме говорит: «Ой, мне очень жаль». Когда госпожа Хансер спросила, в порядке ли она сейчас, она потеряла сознание. Гульсум слушает этот разговор и звонит Бейзе, чтобы спросить, потеряла ли Хансер сознание или останется с ней сегодня вечером. Ему очень жаль, что он не может ответить ни на один вопрос о Джихане Ханчере. Когда врач выходит, он говорит: «Мы сделали несколько анализов, ждем результатов, не уходите отсюда, может потребоваться ваша подпись для вмешательства, которое мы проведем». Пока Дерья гадает о Хансере и задается вопросом, где он и не преградил ли ей путь Джихан, звонит Джихан и говорит, что Дерье стало немного хуже, и спрашивает, в какой больнице. Джихан говорит, что я главный, тебе не нужно приходить, ты сможешь сегодня вечером справиться с братом Джемилем. Я бы хотел, чтобы он это сделал, но когда я говорю, это не имеет значения, ты с Хансером, он говорит, что Джихан нашел камеры и прикончил меня. Дерья сказала: «А нет, это я, но по крайней мере не обжигайте меня». Джихан говорит: «Это я злюсь». Между тем, когда Бейза входит в больницу и кричит, что ее ребенок умирает, Джихан удивленно смотрит на нее и следует за ней. Они забирают ребенка и заботятся о нем, а когда приходит медсестра и говорит, что у него гипогликемия, Джихан поворачивается к Бейзе и спрашивает, как долго он ждал, чтобы ее покормить, и Бейза немедленно капризничает. Я притворилась, что плачу, и хотела, чтобы он кормил грудью, но он сказал, что у меня не приходит молоко. Медсестра говорит: успокойтесь, здоровье матери так же важно, как и здоровье ребенка. Когда медсестра уходит, Бейза говорит: «Мне очень жаль, я не хотела, чтобы это произошло вот так». Говорят, что когда Джихан покидает вас, он идет навестить своего любимого человека. Джихан расстраивается, потому что он не может быть ни с сыном, ни с женой. Когда Йонка приходит в себя, она узнает, что у нее нет с собой ребенка и что ребенка забрали Бейза и Нусрет. Она плачет и говорит: «Я должна забрать у них ребенка». Таяр силой успокаивает его. Когда медсестра сообщает Джихану, что наш пациент пришел в себя, вы можете увидеть его, если хотите, когда он заходит в палату и пытается посмотреть, они видят, что Даггера нет. Когда Ханчер слабо уходит, она думает об их споре и плачет. Когда Нусрет приходит домой и не может найти Бейзу, он звонит ей. Бейза говорит, что мы в больнице, Джихан со мной, у ребенка нет ничего важного, он мало ест, ему дали сыворотку, мы сегодня вечером здесь. С ним Нусрет. Джихан, говорит он, посмотри на меня, у тебя появилась возможность, не проси меня вернуться сюда, иди в особняк. Бейза говорит: не волнуйся, папочка, чья я дочь. Когда Ханчер возвращается домой, Дерья приветствует его. Хансер очень злится на нее. Когда она рассказывает ему, что произошло, и спрашивает, сколько денег он получил за эту работу, Дерья отвечает: «Я не получила денег, я сделала это ради тебя, чтобы те, кто меня любит, могли это сделать». Воссоединиться. Когда Дерья говорит: «Не говори своему брату, смотри, между нами дела только что стали лучше», говорит Хансер: «Я очень скоро уйду и установлю себе новый порядок, не нарушая ничего покоя. Не говори об этом моему брату, а теперь иди отсюда», он отталкивает Дерью и заливается слезами.
Джихан ждет своего ребенка в больнице. Йонка вспоминает, как родила ребенка, и плачет по нему. Мелих же смотрит на коробку с кроваткой, которую он купил для ребенка Хансера, затем встает и плотно заклеивает ее скотчем. Врач сообщает Бейзе и Джихану, что у вашего ребенка очень серьезная ситуация. Если это произойдет снова, это может причинить серьезный вред. Если у вас не будет молока, вам следует кормить его кормилицей или молочной смесью. Бейза говорит, что я не буду давать чужое молоко, не заставлю сына говорить, что мама не сможет обо мне заботиться, когда он вырастет. Джихан говорит: готовься, я проведу процедуру выезда. Когда утром Ханчер собирается и выходит из дома, она видит Дерию и спрашивает: то, что ты сказала вечером, было из-за гнева, разве ты не будешь делать такие вещи, и уходит. Пока Дерья Джемиль расстраивается, что уничтожит меня, если узнает, что эта девушка ушла из-за меня, у нее звонит телефон и звонит Таяр, муж Янки, и говорит, что Йонка пришла в себя, и им есть о чем с тобой поговорить. Когда Мелих приходит на стоянку такси и говорит, что немного отдохнет, он говорит, что внутри вас ждет гость. Они говорят Джихану, что врач хочет встретиться, чтобы узнать результаты анализов Ханчера, и когда Джихан приходит к врачу, врач говорит ему, что некоторые ценности вашей жены низкие, поэтому это очень опасно. Джихан спрашивает, в какой ситуации это происходит. Является. Когда врач спрашивает, знаете ли вы, что ваша жена беременна, она приходит в шок. Когда вы идете к врачу, Ханчер думает, и поэтому ты убегаешь от меня. Бейза приходит к нему и спрашивает, идем ли мы, потому что мы готовы, ее отец. Джихан говорит, что мы уходим. Когда Ханчер объясняет ситуацию Мелиху, Мелих, как всегда, говорит, что вы должны рассказать Гану Джихану о ребенке. Ханчер говорит, что я скажу Джихану. Спросим ли мы его, ребенок ли он Бейзы или мой ребенок. Я бы не сделал такого со своим ребенком. Пока они в пути, Бейза спрашивает, почему мы идем этим путем, и Джихан говорит, что мы идем в особняк. Джихан выглядит раздраженной, когда Бейза говорит, что я не смогла прийти в себя после родов, а люди в особняке с нетерпением ждут ребенка. Мать не позволяет никому присматривать за ней и даже несет кроватку в свою комнату. Затем, думая о его разговорах с Джиханом Хансером и думая о том, насколько я был глуп, я не понял, что он спасается от несчастного случая в последнюю минуту, когда Бейза говорит ему быть осторожным. Когда Хансер просит у Мелиха ссуду, Мелих говорит: не волнуйтесь, у меня есть кое-какие сбережения, они все ваши. Когда я говорю, я хочу одолжить кинжал, Мелих отвечает: конечно, все в порядке, пока ты не почувствуешь себя комфортно, я пойду за ним в банке и вернусь. Дерья приходит к Йонке и рассказывает ей, как Нусрет похоронил ее после рождения, а она не смогла высказаться. Когда Дерья говорит, что я не понимаю, чего эти люди не могут дать или взять с тобой, Йонка говорит, что раньше мы были любовниками. Дерья спрашивает, от него ли ребенок, а потом говорит: нет, я не хочу это слышать. Когда Йонка говорит: да благословит тебя Бог, Дерья говорит: если бы не этот человек, я бы не смогла спасти тебя, так что же случилось? Когда мальчик спрашивает, Йонка не решает, говорить ему или нет. И смотрит на Таяра, Таяр говорит: этот ребенок уже уехал за границу, и теперь он позаботится о своей жизни. Хоть Дерья и не верит этим словам, она ничего не говорит. Когда Джихан и Бейза приходят в особняк, Бейза берет его на руки Джихану и говорит: пусть наш сын войдет к тебе на руки. Когда они входят в особняк, все сотрудники любят малыша и заботятся о нем. Когда Мелих приносит деньги, Хансер принимает их в очень смущенном состоянии. Гюльсум с волнением рассказывает, что господин Джихан взял своего сына и жену и приехал в особняк. Слава Богу, они наконец пришли в особняк. Джихан приходит к Гэже Мукаддер с ребенком на руках и говорит: мама, я привел ее внука, чтобы поцеловать ей руку. Когда госпожа Мукаддер остается холодной, Бейза говорит: бабушка, возьми ее внука на руки. Госпожа Мукаддер берет ребенка на руки и говорит: да будет Богу долгая жизнь. Когда Джихан спрашивает: мама, ты плохо выглядишь, мне следует позвонить врачу, госпожа Мукаддер отвечает: я не могла спать по ночам, если я просто лягу и немного отдохну, это пройдет.
Когда все выходят из своих комнат, госпожа Мукаддер говорит: «Боже мой, как я могу это вынести, как я буду смотреть на лицо моего сына, Боже, помоги нам». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.